Здорово, народ! Сегодня выходит новый видосик. Это значит, что в этой малышке что-то изменилось. Я давно очень хотел себе кожаный салон, но как-то что-то дорого это все дело обходится. Тут нашел для себя идеальный, так скажем, вариант. Это чехлы. Как их установить, вы увидите дальше. На самом деле очень давно хотел себе кожаный салон, еще на предыдущих автомобилях, но как-то все не доходили руки, то времени нет, то денег нет, как говорится. Изначально планировал заказывать перешив сидений в салоне, чтобы мне перешили, но когда узнал ценник, в общем-то, это желание у меня, мягко сказать, пропало. Начал рассматривать авточехлы, проштудировал интернет, в общем-то, как бы, все смотрелось красиво, мне все понравилось. Смущал только один тот момент, что я пару раз уже видел установленные подобные чехлы в автомобилях. Смотрелось это на самом деле как мешок, натянутый на сиденье. Ну, в дальнейшем, когда я начал разбираться, я понял, что тут дело, в общем-то, не в чехлах, а в установке. То есть в их правильной натяжке, одевании, не знаю, как правильно. Хотел я автопилот, но, к сожалению, в наличии их нигде не было. То есть только под заказ, и сроки там от 3 до 10 дней. Кто-то вообще говорил 2 недели, кто-то говорил месяц. В общем-то, как-то не хотелось, мне хотелось уже сегодня, то есть и сейчас это взять и сделать. В одной фирме предложили мне альтернативу. Это чехлы Салют. На вопрос мой, в чем разница, сказали, да, в принципе, то же самое. Единственная другая швейная фабрика и разница в толщине материала. То есть он там на 0,2 миллиметра, что ли, что-то такое. Врать не буду, что-то в этом роде тоньше. Ну и как бы было мне сказано, что в принципе у нас стоит 2 сиденья уже с одетыми чехлами от фабрики Салют и Автопилот. Можете приехать, посмотреть, потрогать. Что я, в общем-то, и сделал. Приехал, потрогал, пощупал, разницы не увидел. Мне понравилось, я купил. Затараканил сидушки домой. Это за сколько я их купил. И название. Ну и, собственно, вот такой вот у нас имеется подлокотничек. Также приобрел. В принципе, вроде неплохой. И сами чехлы. На ощупь, кстати, ничего такие. Так, изофикса нету. Вот она, распаковочка. Не, ну, по-моему, четко. Кайфушки, вообще кайфушки, мне уже нравится. Кто-то скажет, зачем его пришивать? Одел и все. Чтобы форма была по сиденью.
установил. В принципе, не сказать, что устраивает меня все на 100%, ну, процентов на 80, в принципе, я доволен. Еще такой момент, когда я услышал название, да, Сатурн, ну, думаю, посмотрю отзывы в интернете, что вообще люди говорят. Ни одного отзыва я найти не смог, поэтому в этом видео хочу оставить отзыв для того, чтобы люди, которые попадут в ту же ситуацию, когда захочется увидеть какой-то отзыв перед покупкой этой швейной фабрики, ну, могли хотя бы что-то, хотя бы мой отзыв увидеть, найти, посмотреть. Значит, в чем проигрывает Сатурн автопилоту? Во-первых, это в толщине материала, но я думаю, это незначительно. Про качество сейчас ничего не могу сказать, как чего там стирается, не стирается, облазит, не облазит. Пока где-то 1,5 месяца, в принципе, выглядит все так же, как и было изначально. Значит, дальше минус в чем? В чем хуже? На чехлах автопилот места подшивания более продуманы. Видите, вот эти места? То есть на автопилоте их не должно быть видно. То есть так же, как и здесь. То есть тут идет складка из 2 материалов, не между собой сшиты. И за эту складку подшиваем к сиденью. Получается вот так все ровненько, красиво. Это в теории. Здесь же идет это цельный материал, и приходится подшивать там за краешек как-то чего-то. Ну и в итоге, так как здесь перепад сильный, да, во-первых, идет сильная натяжка, во-вторых, здесь идет как бы яма. Ну, поэтому, как ни крути, я пробовал, перешивал, пробовал меньше натягивать. Ну, как-то, не знаю, у меня получилось так. Может быть, я делал что-то неправильно, если что, в комментариях напишите. И это задний третий подголовник. Владельцы рапидов, я думаю, в курсе, что сзади у рапида бывает 2 подголовника, бывает 3 подголовника. У Сатурна отверстия сделаны под 3 подголовника. То есть у меня автомобиль под 2 подголовника, поэтому у меня там в середине были просто дыры. Вот. Пришлось мне в колхозе делать 3-й подголовник из того, что было, как говорится. Автопилот отверстия под подголовники не делай. Их нужно вырезать по месту. Поэтому там такой проблемы не будет. Если у вас 2 подголовника, то по-любому брать автопилот, а не Сатурн. Ну, либо если другие чехлы брать, то тоже это нужно все спрашивать. В общем-то, уточнять, иначе выглядеть будет это не очень. Немного в 2 словах о подлокотнике. В общем, такой подлокотничек я сделал, потому что без него крайне неудобно. Он просто вставляется и, в общем-то, все. Хотел купить сначала оригинальный, но очень дорого стоит. То есть сейчас в районе 10 тысяч за подголовник выложить, в общем-то, не готов. Ну, это, в принципе, функции все свои выполняет. Удобный, не шатается, не скрипит, не гремит. Что еще нужно? Не стал показывать, как снимать сиденья, как ставить их. В принципе, сложного ничего нету. 4 болта торексом открутили. Фишки рассоединили, разъемы. Все, сиденье вытащили. Задние спинки, в принципе, тоже 1 болт открутили, вытащили. Снизу нижнее сиденье с краю подтянули вверх, чуть-чуть придавили, и вверх также вытаскивается. В общем-то, сложного ничего нет. Вот такой вот небольшой видосик. Рассказал вам небольшую очередную доработку автомобиля, доработку салона. Ну а вам удачи, с наступившим вас Новым годом и до новых встреч!